Подойдя к деревенскому дому на окраине, Борис спросил старушку, есть ли у нее работа. «Как не быть? Работы в селе всегда хватает», — сказала баба Нюра и предложила мужчине работу за еду и разговор. Он согласился, и большую часть дня они занимались разными делами, а потом сели за стол. Вот баба Нюра вкратце рассказал свою историю. Она рассказала, что долгое время жила одна и что ее дочь жила в городе с семьей, работала, поэтому она не очень часто видела ее и внуков. Борис, в свою очередь, рассказал небольшую историю, что когда-то тоже жил в деревне и работал в соседнем колхозе. Со временем ситуация сложилась таким образом, что он стал бездомным. Делать было нечего, и он начал ходить и скитаться, проще говоря, быть бомжом. Однако баба Нюра увидела, что Борис порядочный и трудолюбивый человек, поэтому предложила остаться с ней на некоторое время, жить и работать. И хоть какой-то смысл. Борис воспользовался этой возможностью и фактически остался работать с бабой Нюрой. К тому же в селе всегда было много работы, и баба Нюра была рада возможности посмотреть с кем-нибудь по вечерам телевизор, обсудить разные дела и новости. Так и жили, а с началом сезона Борис стал довольно часто ходить в лес. Стало возможным собирать разные припасы, и он заготовил этого немало, а кое-что даже собрал на продажу и отдал деньги бабе Нюре за проживание. Однажды Борис увидел в лесу хижину, так называемую заимку, и стал там селиться. Предстояло многое сделать. Починить, почистить плиту и все остальное, чтобы там было комфортно. Однако Борис все больше и больше уходил в лес, даже приносил туда некоторые предметы, так что лесная хижина стала настоящим домом. И вот, когда однажды его не стало надолго, баба Нюра забеспокоилась. Селяне стали говорить, что, вполне возможно, она скрылась в лесу так же, как и ее муж. Баба Нюра ничего не сказала, но Бориса не было несколько недель и появился только спустя долгое время, прихрамывая и опираясь на какую-то палку. И вот история, которую он ей рассказал. Поселившись в хижине в лесу, он стал останавливаться там все больше и больше. Ведь начался грибной сезон и дел было предостаточно. Ведь грибы надо не только собирать, но и сортировать и чистить. Поэтому он оставался там все больше и больше, чтобы заготовить грибы. Кроме того, он начал собирать другие припасы и в конце концов поселился в хижине в лесу, как будто это был его собственный дом. Ему нравилось чувствовать себя там хозяином, и поэтому он не торопился возвращаться в деревню. И вот однажды он услышал, как кто-то скребется в дверь. Оказалось, что ее царапала рысь, точнее маленькая рысенка, которой, скорее всего, хотел есть. Борис рысенка не тронул, но предложил ему еды, и он действительно поел. Потом он оставался несколько дней прямо на крыльце и с удовольствием питался разнообразной пищей, которую приносил ему Борис. Со временем появились она и большая рысь, которая все обнюхивала и долго смотрела на Бориса, как бы припоминая. Он, в свою очередь, наблюдал за ней, но никак не спешил взаимодействовать. Рысь и ее рысенок ушли, а Борис продолжил свою жизнь в лесу. Как-то, прогуливаясь возле оврага, он упал в небольшое ущелье и сильно пострадал. Хорошо, что недалеко от его хижины. Поэтому он успел туда доползти, но все равно оставался в полубессознательном состоянии. Неизвестно, как долго он смог так протянуться, так как поблизости не было еды, повреждения были довольно значительными. Лежа на своей постели, Борис, изнывая от ран, увидел, как рысь с рысенком осторожно вошли в его избушку. Борис, сидя на краю своей постели, с трудом сдерживал самые страшные мысли, готовясь к худшему из возможных сценариев, и даже не знал, что делать в этой ситуации. Его раны все еще болели яркой болью, и он чувствовал, как с каждой минутой его силы медленно иссякают. Он был слаб и растерян, не зная, какую реакцию проявить перед пришедшими гостями. Рысь, смело подходя к нему, проявляла интерес и заботу, как будто она понимала, что он нуждается в помощи. Рысенок, сидя рядом с матерью, милым и беспечным образом смотрел на Бориса своими глазками, полными любопытства. Он был настолько симпатичен и беззащитен, что растопил сердце Бориса. Он понял, что не может оставить их одних, и решительно начал действовать.
Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.